Привет, меня зовут Даша, и сегодня я расскажу о самом интересном и необычном фестивале исторической техники, который называется «Моторы войны». А началось все с того, что я знала, что где-то в середине августа это мероприятие будет проходить в районе подмосковной Черноголовки, недалеко от местного музея техники. Анонсов или какой-либо рекламы этого события не было. Только в четверг, ровно перед днем слета, появилась обрывочная информация, что слету все-таки быть. Точного места проведения или программы мероприятия в интернете я не смогла найти. Был только небольшой анонс на одном из сайтов, относящийся к Министерству культуры, с кратким описанием мероприятия. Так или иначе, в субботу утром я отправилась в путь. Скажу сразу, что чтобы попасть на моторы войны, вам нужно иметь хотя бы один мирный мотор. Доехать до места проведения фестиваля довольно-таки сложно. Из Москвы вам понадобится поехать на электричке, а потом на автобусе до музея, который ходит раз в час. А потом вам нужно на своих двоих идти примерно 2 километра по не очень хорошей проселочной дороге. Так что автомобиль вам пригодится, это уж точно. Путь от центра Москвы до полянки фестиваля, мне кажется, занимает где-то 1,5 часа. Я прибыла примерно в 10 утра в субботу, и передо мной оказалась полянка с редкой исторической военной техники. И ни души, лишь пара зевак разглядывали автомобили. И я сразу подошла к штоверу. Не знаю почему, но именно эти машины мне нравятся больше всего. У меня в коллекции есть аж 3 варианта этого внедорожника, и правда только в 35-м масштабе. И забегу вперед, что штовер оказался не на ходу, и потом его грустно забрал эвакуатор. Может быть, на этой полянке было запрещено парковаться штовером. А многие экспонаты мне были знакомы по выставке «Моторы войны», которая располагается на Рогожском валу в Москве. И, кстати, по субботам один из экспонатов оживает. Довольно интересное мероприятие. Я видела в этом музее такие внедорожники, как ГАЗ-64 и ГАЗ-67, а также коллекция самых первых броневиков страны Советов. Это Д-8, Ба-20, легкие танки, Т-60 и Т-26, и также тягач-комсомолец. Очень интересно было посмотреть вблизи на Кетенкрад, полугусеничный немецкий мотоцикл. Именно этот экспонат привлекателен своими уширителями гусениц для движения по слабонесущим грунтам. На площадке фестиваля был также показан самый первый российский грузовик. Это АМО Уайт. Его собрали на московском автозаводе методом крупноузловой сборки из машинокомплектов. Этакий Hyundai Solaris тех лет. И, к сожалению, только так в начале века наша автомобильная промышленность была способна изготавливать автомобили. Впоследствии от идеи строить грузовик Уайт в Москве отказались и начали полноценно изготавливать «Фиаты». И обратите внимание на цепной привод заднего моста. Говорят, что эта машина на ходу, но в день фестиваля она сломалась, что немножко обидно. Я мирно фотографировала экспонаты, как вдруг раздался голос нескольких десятков моторов, и началось нечто. И спустя несколько мгновений с разных сторон стали появляться те самые моторы войны. И у меня начали разбегаться глаза. Такое большое количество одновременно и хаотично передвигающейся раритетной техники я еще ни разу не видела в своей жизни. Тут были и доджи, и виллисы, и грузовики, и швимваген, и еще один штовер. Но самыми монументальными участниками фестиваля стали именно «Катюши». И обе «Катюши» привезли энтузиасты из города Электросталь. И что любопытно, эта техника доехала до места фестиваля своим ходом. И это примерно километров 40. Но вот у меня, как у зануды, есть маленький вопрос. Как они могут передвигаться по дорогам общего пользования без номеров? Но если закрыть глаза на бюрократию, то восстановлены машины просто отлично. И если с «Катюшей» на Студебекере особо меня не удивишь, я ее встречала в экспозиции музея мотора войны, а также сама строила такую модель на моем канале Dasha Models, думаю, что и в других музеях также предостаточно этих машин. То реактивными минометами на базе ЗИС-6 я была просто удивлена. Самих грузовиков ЗИС-6 осталось очень мало, и иногда для памятников установку с пусковыми направляющими ставят на ЗИС-5, что не очень исторически верно, либо же на послевоенный ЗИС-151. Ну а гвоздем программы был только что восстановленный автобус ЗИС-8. Автомобиль выглядит очень фактурно, и думаю, что его еще не раз мы увидим и в кино, и в сериалах на военную и довоенную эпоху. И одним своим появлением ЗИС-8 придал мероприятию шарма 30-х годов прошлого века. А спустя некоторое время на полянке фестиваля началось самое интересное – это парад исторической техники. Я уверена, что подобное вы редко сможете увидеть. Так что я передаю слово экспертам, они сопровождали все действие комментариями. Так что мои слова тут будут немножко излишними. И также я вам желаю вдоволь насладиться звуком настоящих моторов прошлого. Д-12, 4-8, которая была аналогичной, это была наши первые бронепробиты. Эта машина родственник скаута, который присутствует на слете. То есть машина-разведчик, которая создавалась на шасси от А. 29 года у нас эти машины собирались сборку, вот, а дальше уже появился ГАСА. Вот этот предшественник
Их было выпущено совсем немножко, штук. Но тем не менее, эти машины успели воевать и Советско-Финляндскую, и Первую мировую. Осталась всего одна бронемашина, которую вы можете видеть на нашем слете. Бронемашина достаточно специфичная, но когда примерно так же выглядят броневики и других армиях мира. Поехали! Значит, бронемашина крайне интересна, потому что здесь на электрическом этапе машина погибла в бою, была найдена на месте, где она была уничтожена. Ангар можно увидеть максимально количество бронеавтомобилей. Это помимо Т-12, который видите здесь, это БА-20, это бои, двух вариантов, ранний вариант, габаритных бои, по-11, то, что было у нас в нашей армии, что вы можете увидеть в коллекции Игоря. Обратите внимание, что на автомобиле установлены спецованные колеса, которые потом ни на одном бронеавтомобиле, естественно, уже не применялись. Дань прошлому веку автомобильной промышленности, конечно, именно такая база была автомобильная, и ничего другого под рукой не было. Но, тем не менее, как раз вот очень приятно, что мастерской Игоря Шишкина вернули абсолютно аутентичные состояния, включая вот эти редчайшие, довольно сложные спецованные колеса. Игорь, спасибо тебе, дорогой. И выйди на сцену, ребята пусть паркуют машину, скажи о машине два слова. Ты делаешь настоящую историю. Спасибо тебе, дорогой. Машину разгазуйте и уберите у нее опережение зажигания. Сейчас мы убираем. Про проводную форму в корабле. Это, блин, ну... Сейчас мы берем. Тихо. Тихо. И действительно, вот эти материальные свидетельства того, как шла и развивалась конструкторская мысль, а сталкивалась она на самом деле с самыми разными проблемами. И отсутствием мощных двигателей, которые можно было бы использовать, практически не было легких маленьких дизельных моторов. Были моторы только бензиновые, главный минус, потому что большой расход топлива, необходимость иметь довольно большие топливные баки, которые с точки зрения повреждаемости автомобиля всегда лаковый кусочек для противника, старающегося попасть зажигательными бронепольными пулями и наблюдать, как топливные баки расположены. Это еще целый ряд проблем, и те же самые бюрократические проблемы, которые жить у нас почти нереально, на мой взгляд. Но вот были талантливые люди, которые могли... Мы уже вчера задавали вопрос по поводу родства этой машины с Бантамом, с Виллисом, но на самом деле никакого отношения нам не имеет. Если посмотрите каталог 1942 года, вы увидите там, что эта машина называется «Пигмей». Почему так? То есть странно, советская машина называется «Пигмей». В конце 1940 года была публикована заметка по американскому журналу, где было готовится производство автомобиля под «Пигмей». Была фотография под «Пигмей». Плюс информация какая-то по Бантаму. Вот, и эту машину, залитку видели в автокарном управлении, получил задание конструктора Крачев на разработку автомобиля аналогичного. Были циклы и фотографии.
Эта черепица называется дверь. И тут дальше 4, как разведчик. Одновременно разработка шла на автотир, то есть на автомобиле аэрототир. Но в итоге победил все-таки ГАЗ-64. Запустили эту машину в серию. Оказалось, что угадали. Машина, кстати говоря, таскала не только 45-ю пушку, примерно тех размеров, которые вы видите на спортфлагах. Вполне себе нормально. И потом на этой же базе запустили производство самого массового отечественного бронеавтомобиля БА-64. Кстати говоря, БА-64 спас наш, то, что называется, войну. Но поаплодируем ребятам, они молодцы. Они молодцы! Может, даже 67. А вот АГА-67, который, как я уже говорил, он появился только благодаря тому, что был броневик, потому что в 1941 году прекратили производство БА-64, завод перешел на выпуск. Но при этом появилось производство бронеавтомобилей, появилась потребность в тягаче, то есть изначально эта машина не командирская, не разбойчик, не БА-64. Но это тягач, причем таскала не маленький 45-й, а пушка, которая еще 6 мм. Пока не были более эта машина. Кстати, обратите внимание на машину, которая ездит. Она у нас участвовала в ралли. Это машина демонстрации той самой фразы «это страну не победить». То есть машина повредила колесо. Обратите внимание на ее левое заднее колесо. Такого вы просто не увидите. Правое заднее. Вот сейчас всем видно хорошо сверкающие хромом детали, которые конструкции завода, конечно, не предусмотрены, но вроде того, чтобы, конечно, большие наши механики в сложных полевых условиях осуществили этот ремонт. Но надо сказать, что именно эту машину, особенно наши союзники, называют Ваня Виллис, потому что действительно машина внешне, ну, такая же аскетичная, как и Велес, и выполняла те же самые функции, и надо сказать, что выполняла ничуть не хуже. В том виде, вот, в котором до Берлина, а также побывали в разных удаленных. Такая автомобиль максимально простая. Сделать здесь кабина с металлической облицовкой. Самый первый раз здесь они имели деревянную кабину. Собственно говоря, здесь так деревянную кабину, то есть машина даже не решение. Эта машина была лучше, что у нас выпускалась. Несмотря на то, что вроде машина устарела, тем не менее машина вполне себе была удачной и даже легко вполне использовали. Маленький интересный момент. Очень такой же интересный. Могу себе совершенно так. Рядная шестерка, бензиновая, естественно. Ну и по своей документации ZIS-5 был трехтонкой, но приходилось ему возить иногда чуть ли не в 2 раза больше. Рессоры выгибались в обратную сторону, мотор плакал, выл, мосты, мост ведущий тоже плакал, но здесь работал на дороге жизни, во время блокады. Ну и комплектация была, естественно, еще скромнее. Одна фара, вот, машины ездили без ездить. Нашли этот автобус. Зимой, наверное, 67-й такая вещь. Не эксплуатируемая. Обнаружили его фактора. Для нас автобус с человеком. Видим новый сарай. Иногда он точно осталось.
И вот 11 лет, спустя 11 лет мы делали автобус, несколько раз переделывали, потому что информации очень мало было. По мере прибытия информации приходилось переделывать. Потому что некоторые вещи сначала домысливали, потом приходила информация, видели, что не так, опять переделывали. В итоге ушло 11 лет. Варс, прошу прощения, на Варзе в Санкт-Петербурге. Делали такие автобусы на ЗИСе в Москве и в Санкт-Петербурге на Варзе. Вот это... Я думаю, что после окончания нашего торжественного парада Евгений же все сделал правильно. У нас есть экипированный командир этого транспортного средства и есть очаровательный кондуктор. Приготовьте, стоит дорого, конечно, но кружочек по окрестности могут сделать все на этом автобусе. И это действительно торжественный запуск его в эксплуатацию, как это всегда говорится. Ну, тут шампанское. Есть еще момент. Много ЗИСов установлено, потому что это шасси ЗИС-5. И здесь мы восстановили оригинальный звук. Ну, во всяком случае, из того, что мы знаем, все ЗИС-5, которые мы знаем, которые мы отслеживали, все сделаны с глушителями более современными. Здесь на это шасси ЗИС-5, первый автобус ЗИС-8, оригинальный звук. И мотор, да, кстати, автобус 1936 года, и мотор 1936 года. Ну а чтобы, если кто-то не очень глубоко погружен в советский автопром тех лет, то разночтение, которое тут просматриваете из-за кулис, ЗИС-8 – это длиннобазный автомобиль ЗИС-5, у которого двигатель, коробка, были три варианта разных, использовали те же самые, и, как сказал Евгений, уникальный глушитель. Я вас первый раз в жизни слышал настоящий звук вот этого автомобиля, в юности, в детстве был чаще всего это было что-нибудь от 150. Ну а мы сейчас еще и услышим короткопарную версию. Вот сейчас как раз обратите внимание, как на самом деле запускали моторы на ЗИСах. Прием стартеров. Вот единственный оригинальный автобус ЗИС-8. Так, давай вот так. Далее остается только выжженная земля. Очень приятно видеть Игоря, руководителя электростальского отделения военно-технического общества, за рулем этой «Катюши». Значительным образом его энтузиазмом, его усилиями вот эта техника вся воссоздается, ремонтируется, иногда деплицируется, но строго по техдокументации, которая тоже ищется, разыскивается, и потом мы с вами имеем возможность полюбоваться на вот это удивительное произведение инженерного искусства, которое выполнили, выставили авиаудары и уничтожили вот эту бесценную технику. Поблагодарим, поаплодируем электростальскому клубу. Пилотировали машины с беспоследным автомобилем. Это самое лучшее командование. Очень добросовестно эти машины отработали фактически всю вторую часть, начиная с 1942 года Великой Отечественной войны. Смотрите, как это красиво. И, конечно, автомобиль, который очень сильно помог нам во время войны. Это был легендарный автомобиль. Немцы тоже очень любили этот автомобиль, захватывать для американцев. Выпущено более 550 тысяч штук таких автомобилей. Они стояли на вооружении до конца 90-х годов во многих армиях Европы и мира. Ну чего греха таить, именно этот автомобиль дал жизнь легендарному джипу, американскому C5, потом C7, который сейчас является Road Adventures, то есть дорожных приключений, особенно в условиях бездорожья. Вот так вот некоторые лихие водители, как Максим Богач, обгоняли на фронтовых дорогах. Естественно, народ у нас был очень азартный. Спасибо вам большое, ребята. Спасибо, ребят, паркуемся. Поаплодируем денистоводам.
Ура! Маму приглашаем сюда как Джей. Владельца зовут Андрей. Дорогие друзья, всем здравствуйте. Клуб «Дивизион» представляет автомобиль «Виллис» 42 года. Сейчас, секунду, буквально надо аплодисментами проводить GMC американский клуба Капонир. И теперь действительно, вот он, красавчик, командирский джип Виллис. Да, ребят, мы просто так быстро с кухни, буквально на минуточку и краткий обзор по этой машине. Машина 42 года. Была найдена в городе Шахта Ростовской области. Кузов проросший крапивой, ржавый. Но основные комплектующие его, двигатель, мосты, они находились в гараже. Когда-то в давние времена она сломалась, ее пытались починить, но не смогли. И хозяин очень ценил и дорожил этой машиной, поскольку он был водителем у маршала Толбухина. И после войны эту машину забрал себе в школу подготовки водителей в город Шахта. Есть фотография, где он стоит рядом с маршалом, и маленький кусочек Виллиса виден. Но мы не можем точно утвердить, что это он, но все предположения есть. Если вы обратите внимание на базу этого автомобиля, он удлинен, как раз вот Александр Николаевич показывает вам, на 30 сантиметров между узиком и рулем. То очень удобно сидеть. Сиденье пассажира занижено, чтобы высокорослый маршал, который 1,95 м ростом, мог спокойно сидеть в этой машине. Ветровое стекло, дополнительно наварена рамка на 8 сантиметров, чтобы можно было тент натягивать, и также маршал помещался. Эта машина была переделана в годы Второй мировой войны, ну, я так думаю, на одном из авторембатов. Машина на ходу, 95% комплектности в оригинале вся. Ну, мы ценим, люди машину не привозил, а тот что-то подумал, в этом году решил привезти. Вот, все, всем большое спасибо. Передаю микрофон следующим участникам. Спасибо большое, Андрей. Ну, повернись тогда туда сначала. Дорогие друзья, аплодисменты, и скоро всех приглашаем на солянку. Грузовой, и он успешно выполнял функции артиллерийского тягача, причем уже искусственной компилировки средней артиллерии, и самых тяжелых вариантов, и выполнял с честью. Более того, у него есть соответствующее пространство для размещения запасных боеприпасов. И, продвигаясь оперативно на огневую точку, быстро разворачивались наши артиллеристы, включались в бой, точно так же быстро меняли свое огневое положение, оставаясь неуязвимыми для противника. Ребята, на командирских даджах присоединяйтесь и вместе катните. Все мы увидим, как красиво. Додж — это великий автомобиль. Капонир тоже, ребят, выезжайте на дадже. Смотрите, как красиво. В маркировке автомобиля Даджа присутствуют две буквы WC. Weapon Carrier. Weapon оружие Carrier перевозчик. Они так и назывались и так и создавались для того, чтобы перемещать не только личный состав, а еще и необходимое оружие и запас боеприпасов к ним. И несмотря на то, что вот этот джип, который следует у нас сейчас вторым, на нем 14-й номер с вчерашнего ралли, он считается командирским, он становится выполнял перевозку всякого вооружения и активно включался как раз в оперативные действия на самом переднем крае войны. В Советском Союзе, вот вы видите, внедорожник семьи Петрушков, командирский автомобиль Dodge VC-56, дооснащенный лебедкой. Мега редкая конструкция. Считается самый редкий всех эти годы, с 2003, что мы только не творили, даже представить не можем, страшно вспомнить. И за все это время у него поменяли только стартер. Вот пару месяцев, пару дней назад. Присоединяйтесь, клуб Капонир, выезжайте. Смотрите, какие они красивые. Полицейская сирена военной полиции
Именно так звучало. Они к нам поставлялись, конечно, как причепники, как грузовые, но командирский автомобиль такой делали на заводе ЗИС. На нем были только дверки, тем он отличался. Он был точно такой же, вот как два командирских места у нас, только с дверьми. Мега редкая версия. К сожалению, на сегодняшний день еще никто не сделал. Но на нее есть полностью комплект чертежей. И я думаю, кто-то из ребят наберется и все-таки сделает этот автомобиль. Ну что, поаплодируем ребятам. Спасибо. Спасибо, ребят. Кто вооружены и были вооружены именно этими автомобилями. Фотографии с этими броневиками — это самый массовый броневик Советского Союза. Всего было 9 тысяч штук выпущено с лишним, и 3400 было поставлено в Советский Союз. Фотографии штурма Будапешта, Варшавы. Там возникла острая необходимость. И действительно очень эффективный автомобиль с прекрасной броневой защитой, очень надежный двигатель и Два пулемета, по-моему, браунинги у него полтинники стоят. По утрам, по бокам, видите, у него рельса стоит. Это именно кронштейн основной для передвижения пулеметов по периметру. Два штатных пулемета всегда были на этом бронеавтомобиле. Скауткар — величайший автомобиль, очень надежный, очень хороший, в нем прекрасный двигатель. Убить этот автомобиль просто невозможно. Мы, кстати, это доказываем своими действиями частенько. Поаплодируем клубу «Капонир», Андрею и его создателю, который сейчас едет за рулем. Андрей большой сподвижник и молодец. И все его ребята, команда, как часы работают. Как Сталин говорил, человек — это винтик, но это человек это часть команды. И мы это видим по клубу «Капонир». Поаплодируем, ребята, Андрей. что особенно радовало наших водителей, с каждым из автомобилей поступал полный комплект очень хороших инструментов, которые позволяли работать с этими машинами. Эти машины были дюймовыми рейсами, не различали миллиметрические, которые и вот это тоже была задача, которую нужно было решать и просто невозможно. Очень надежный и хороший автомобиль. В общем, Ленд-лиз все по-разному к нему относятся, но нужно отдать дань уважения. Эти автомобили были нам нужны. Многие говорят, без Ленд-лиза мы бы не победили. Ну, это не совсем правда. Мы бы победили, но сколько бы положили еще людей. Так как нам удалось спасти наших с вами дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек, я считаю, что у них великое дело, и они нам реально помогли. Так как многие из нас, кто сегодня стоит, мы внуки, дети и правнуки фронтовиков. И я могу сказать спасибо нашим тогдашним союзникам, к сожалению, теперь врагам. Но они и тогда были враги, просто себе в пользу делали. Сотрудник Электростальского военно-технического общества, у которого сегодня 60-летний юбилей. И мы должны свой юбилей 60-летний отметить вот таким образом. Ура! Поаплодируем! Павлу еще столько же, а потом мы здесь соберемся и решим, как жить дальше. Да. Ребята получили удовольствие, наши гости и участники слета. Ну разве это не красиво? Смотрите, как они были, как это было.
Дорогие участники слета, гости, своим ходом обе «Катюши» приехали сюда с электростали, 42 километра. Точно так же они поедут в воскресенье своим ходом. Чем отличается наше отделение электросталь? Все машины ходят своим ходом, и эвакуатор только за них. Машины очень дорогие. Если бы не было спонсора, мы не смогли бы их восстановить. Спасибо спонсору отдельно. Организация у нас существует 3 года. За это время восстановлено 9 машин. 9. Из них «Катюш» 3. 2 вы здесь видите. Одна у нас отдыхает на базе ИЗИЛ-157. Многие спрашивают, почему мы специализируемся по «Катюшам». В электростале есть машиностроительный завод, который во время войны делал... «Катюшу», ребят, паркуем, пожалуйста. Наш завод делал во время войны мины, бомбы и ракеты для «Катюш». Вот поэтому в память о тех, кого уже нет с нами, и для тех, чья жизнь только начинается, мы занимаемся этим делом. Ну, остальное вы видите. Отвечу на любой вопрос, если у кого-то... Облицовка из жестяным, дерево все равно Очень приятно, что за рулем находится очаровательная и хрупкая Людмила Лен, которая вчера не только пилотировала этого Хайлера на трассе ралли «Моторы войны», но и действительно притащила из лесу Бетфорд на буксире на вот этом вот прекрасном пассажирском автомобиле. Для чего он использовался, понятно, довольно большое просторное пассажирское помещение, комфортное, прежде всего штабные функции, но и мог использоваться в качестве санитарного автомобиля и выполнять любые другие пассажирско-транспортные функции в условиях войны. Давайте похлопаем Людмиле очаровательной, которая не только показала нам этот автомобиль, а вчера доказала, что наши русские хрупкие женщины могут Бетфорда на веревочке таскать зачем угодно. Людмила молодец, много лет на этом автомобиле ездит на наши ралли. Автомобиль, слава богу, не подводит, очень надежный и очень хороший. Есть, кстати, фотографии, где на Ялтинской конференции Черчилль именно на таком автомобиле. Ленд-лиз, очень много техники немцы захватили в 1940 году у французов. Вот это типичный автомобиль, который был захвачен во Франции, и этим автомобилем германские войска пользовались на протяжении всей войны. И не только этим автомобилем, а еще 180 тысячам автомобилей, которые были захвачены во Франции. Это были и английские автомобили, и французские. В основном, конечно же, это были французские автомобили, как этот. Он покрашен в краску, видите, Панцерграу 1939 года образца немецкую, сделан полностью правильно, таким, как он был в германской армии. Очень редкий Citroën У-23 модель называлась. Я как раз хотел сказать, что даже вот эта Панцерграу краска, она не смогла закрасить характерный шеврон Citroёновский, который символизирует передачу шестеренчатую, специально изобретенную Анри Citroën и внедренную в свое время еще в довоенный автомобиль, кстати, это военный. Сделал маленькую историю, рассказ, даже не сказку, который является прелью, по сути. Это историческая ретроспектива. Как создавался военный автомобиль в Германии, нашего врага, не потенциального, а реального во Второй мировой войне. У немцев, дело в том, что вот сейчас выехал Форд 830R, я сейчас расскажу небольшую предысторию, чтобы вы понимали масштаб. У немцев во время Первой мировой войны, как и других армий, для передвижения войск используются только грузовики специализированные или гражданские, обычно грузовые автомобили, или мотоциклы. Но специализированных легковых автомобилей не было. Используются обычно гражданские автомобили. И Рейхсвер по результату, так сказать, Первой мировой войны задумался создать на каждый год. Этих автомобилей было создано менее 10 штук, то есть единички. Но Рейхсвер посчитал, очень дорого получается. Что делать? У Рейхсвера ограниченный бюджет и создали
автомобиль более упрощенный, что ли. То есть использовалось гражданское шасси, передок гражданский, мотор гражданского автомобиля, а по сути кузова не было. То есть это были просто сиденья на площадке. И сиденья они были в такой спортивной форме, чтобы из автомобиля не вываливаться на поворотах. То есть они имели боковую поддержку, чтобы пассажир остался внутри автомобиля. Эти сиденья назывались кубели, или корзинки, или лоханки, кто как переведет с немецкого языка. И автомобили подобного класса получили название кубель Sitzwagen, то есть автомобили с сиденьями в виде кубеля. Вот перед нами оно еще супер проходимо. И по сути вот мы видим как раз результат победы конкурса компании Штойвер, который выиграл в категории легкий стандартный внедорожный автомобиль. Таких автомобилей было произведено порядка 15 тысяч штук. На 3 заводах делал Штойвер. Завод Штойвер, завод Ганамак и BMW. Таким образом, первый внедорожник от BMW, от баварской марки, это по сути Штойвер. Единственное, конечно, BMW отличалась 6-цилиндровым мотором 2 литра. Выигрывает компания Хорь. Того самого Августа Хорька, который сделал 8-цилиндровые автомобили. И на Хорьках ставились 901-х автомобильные двигатели V-образные восьмерки. Но поскольку мощности завода Хорьк это лакшери, элитная марка, не хватало, чтобы произвести достаточное количество средних автомобилей. Ну как средний? Вот если мы видели Штойвер, он весил 1,8 тонны, то Хорьк это почти 3 тонны, 2,7 тонны. И тягать он за собой мог 600 килограммов. То есть достаточно тяговитый автомобиль. Полноприводный внедорожник, с независимым подвесом, с дополнительными колесами, закрепленными свободно, чтобы можно было перекатываться через препятствия. Как я говорил, то есть мощностей завода не хватило, и поэтому разместили мой заказ вермахта на нескольких заводах. Это Хорь, Варденер и Opel. И вот очень редкий автомобиль, вот сейчас мы видим, это Opel. То есть это Хорь 901, кажется, внешне, но это Opel. На Opel это отлично делалось одно. То есть внешне делалось и рама делалась хорьковская, но вот двигатель ставился от грузовика Opel Blitz. 3, если не ошибаюсь, 6 литра. 6-цилиндровый мотор. То есть это не восьмерка хорьковская, это 6 цилиндров. Но, тем не менее, это все равно автомобиль с благородными корнями. Ну, просто это большая редкость, что мы видим здесь не только Хорь, но и то, что производил в тот войну, в том числе и Opel. И это для Opel, наверное, самый крутой автомобиль Opel, который вы когда-либо видели. Потому что Opel, с лаврами Майбаха или Хорька, это, конечно, очень круто. Так, это средний автомобиль. Далее мы переходим на капоте, то есть реставратор Вячеслав Лена оставил отметины от пуль, так что мы видим, что автомобиль живой, в смысле бывалый, подстрелянный здесь. Но мы его восстановили, чтобы вы видели, так сказать, автомобили, которые используют средства Союза. Но, тем не менее, активно используют как бригады. И вот сейчас сделан автомобиль, хотя Хорьки 108-го нет у нас, но есть Штейр 1500, произведение Фердинанда Порше. И Штейр выполнял также функцию тяжелых внедорожников. И это перед вами тяжелый автомобиль по классификации вермахта, третья группа тяжелых. Автомобиль отреставрирован в мастерской Вячеслава Лена и ежегодно традиционно участвует во всех фестивалях моторы войны. Ну и показывает спокойно сзади цепное устройство, доказывает, что этот автомобиль не только может переводить личный состав, артиллерийский расчет, определенный запас боеприпасов, он еще и тащит за собой пушку. Наши аплодисменты Вячеславу Лену и произведению этого искусства. Могли плавать. Они создавались для десантных групп или танкистов, в том числе разведчиков, чтобы можно было оценить обстановку впереди танков. И также использовались на вооружении СС, элитных подразделений. И вот
как раз Швимваген, несмотря на то, что такой маленький, вот, оказался самой массовой амфибией Второй мировой войны, опередив даже Форд ГПА. Произведено Швимвагенов 15 тысяч экземпляров, сохранились единицы. Буквально 200 штук по всему миру, в России тоже единицы. Значит, разрабатывался он Фердинандом Порше, так же, как Штейр. Двигатель воздушного охлаждения, пониженная передача для выхода из воды, чтобы можно было зацепляться за землю. Просто те, кто были вчера и позавчера здесь у нас на фестивале, видели, как ребята опустили, видите, сзади у него такой пропеллер, как у Карлсона. Это для движения по воде, есть коробка отбора мощности, опускается вниз, то есть потом погружается в воду, включается непосредственный привод от двигателя через коробку отбора мощности и плывет, совершенно нормально плывет вот эта амфибия, обеспечивая как раз те самые разведывательные диверсионные задачи танковых войск, спецподразделений, ну и любых воинских частей. Да, он очень легкий. Он весит, знаете сколько? Всего 900 килограмм, меньше тонны. 4 человека взяли, подняли. Можно вместе с ним реку переплыть. А вы спросите, а испытывали ли мы его на воде? Конечно. Менты! Volkswagen Schwimmwagen. Ну и теперь чудо Только итальянцы. да, чудо нашей макаронной техники. Поник. Да, дело в том, что многие из нас очень сильно любят немецкий автопром и считают его супернадежным. Для нас там бренды BMW, Mercedes, Audi являются таким чем-то эталонным в плане надежности или инженерной мысли. А оказывается, что итальянцы в 30-е годы могли не просто потягать постановку на службу данного транспортного средства до 1900 года. Конкурс проводился как раз в этом году между компанией Fiat, подразделением его СПА, и Renault. Победила компания Fiat. И вот это так не весь педаль, очень уникально. Вот, я думаю, что вы будете спросить Марка, как он впечатлен вообще итальянский. Было ли для него что-то новое узнать сегодня? Фантастическая совершенно техника. Вот вы сейчас обратите внимание, он начнет поворачивать, и вы увидите, что огромные, все 4 огромные колеса поворачивают. Это так называемая полноповоротная версия полноприводного автомобиля. Редчайшая совершенно вещь, требует серьезнейших согласований самых разных узлов агрегатов этого автомобиля. Ну, у нас есть Бантам, к сожалению, в этом году Бантамовский управление не приехал, поэтому все лавры достанутся СПА совершенно по праву, но все-таки, честно сказать, Fiat имеет фантастическую свою историю. И вообще итальянское отстроение, оно незаслуженно так отодвинуто. А если взять историю автомобильного спорта, то победы на легендарных Миле-Миле или Гран-при Монте-Карло, который проводилось чуть в другом виде на итальянской территории, оно позволило создать фантастически уникальную технику. И образец такой, огромное спасибо Максиму Зобареву и компании «Трофейные машины» мы сегодня видим. Почему? Потому что найти такую машину, все 4 колеса поворачивают, очень хорошая манера для условий для этого автомобиля. При этом он достаточно резвый и может себе позволить полихать. Это аплодисменты! Аплодисменты СПА. ГАЗ-63, вперед! Так, внимательно, машина выезжает большая. Внимательно. Вашему вниманию представляется еще один автомобиль Электростальского регионального отделения военно-технического общества. ГАЗ-63 АС-1, санитарный. Насколько я знаю, единственный в Москве и Московской области вот так подготовленный. Это музейный экспонат. Внутри медицина 40-х, 80-х годов. Это музейные экспонаты. Но для того, чтобы обеспечивать колонны во время движения в дороге Мужества или подобных, она входила в Петербург в 19 году в колонне, преодолела 1700 километров своим ходом. В 20-м она участвовала в бронепробеге по маршруту Москва-Прохоровка, Белгородская область, 1500 километров. В прошлом году
нам повезло, нас пригласили на международный фестиваль в Оршу, Беларуси, 1400 километров своим ходом. В этом году она опять снова участвовала в бронепробеге «Дорога мужества» и прошли по маршруту Ржев, Вязьма, Смоленск, Брянск, Калуга, Петрищево, Москва. 1550 километров. На спидометре пошла 7-я тысяча, спидометр родной. Автомобиль достался нам 4 года назад в плачевном состоянии, шасси, только шасси. Восстанавливали 4 года, в полку связи в Александрове удалось найти родной пункт. Вот. И после недолгих размышлений приняли решение, что из будки связи мы сделали госпиталь. Внутри можно перевозить 7 человек лежа одновременно с поля боя. Человека, водитель, врач, и либо фельдшер, либо медсестра. Итого 15 человек максимальный посадки. 15 противогазов на каждого члена, кто едет в машине. Человек экипаж, пушка 45-миллиметровая, вся броня у него противопульная, но в то время такая броня была почти у всех. Это самый массовый танк Красной Армии, выпускался он до 1940 года. В 1941 году последние машины во время войны допечатаны из того, что было. И таких машин совсем немного осталось, одну из них вы можете видеть сейчас. Это типичный Т-26, прошедший уже модернизацию после Советско-финской войны. Обратите внимание. Две недели строили автомобильных агрегатов. Здесь стоит такой же мотор, как К-61, как и мотор К-63. Броня противопульная, пушка 10-миллиметровая, но прямого, собственно, у нас самый главный машина 1000. Машина выпущена всего. Все производство это, ну сколько, в июле разработали, в сентябре самые первые танки. Создавался он для того, чтобы таскать 45-миллиметровую противотанковую пушку. Очень интересная машина. То есть, если видите, расчет у нее сидеть по бокам, в случае чего эти сиденья могли откидываться, получался микрофон пушки. Значит, она тут маленький грузовичок такой. Видите, у нее внизу, командира был пулемет, она не стоять. Кроме того, управление было сдвоено. То есть в моем случае необходимости мог прийти управляться самостоятельно. Это самый массовый тягач специально разработан, который мы упоминаем больше 7000 штук. К сожалению, на нашем не совсем сменилось немного, но при этом, видите, эти машины
Я надеюсь, что вам очень понравился этот выпуск «Даша Техника». Фестиваль «Моторы войны» — это, пожалуй, самое удивительное событие этого лета. И я жду не дождусь следующего года, ведь каждый год состав техники меняется, и фестиваль принимает свою индивидуальность. Меня эта поездка вдохновила на постройку моих новых масштабных моделей, работу над которыми вы можете увидеть на моем втором канале Dasha Models. Например, маленький доджик, ссылку на который вы найдете в описании к видео. Увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.